начинаем. Продолжаем, потому что это всегда вечно, но никогда не заканчивается. Это самое главное событие года. Самый крупный фестиваль рокобили, сэкобили музыки в Восточной Европе. Мне нравится такое музыкальное субкультурное юнити. У нас меньше не становится, это точно. Для меня это как второй день рождения или Новый год. Это очень приятно. И вот все, что на нынешний момент есть, все является абсолютом. В Украине абсолютная били тусовка. Музыка очень. И на самом деле, что уже годы просто идут, ничего не меняется. Как бы это самая душевная тусовка, люди, с которыми я вообще когда-либо не знакомился. В глубинах космоса знает точно и наверняка, что после состояния влажного, слегка влажного Джей-Зи когда-нибудь в любом случае приходит охололо-хололо. Скажи, какой раз ты на Украбиле? Я точно не помню, честно говоря. Я не помню, на самом деле. 10-й раз. Нет, не 10-й. С 2007 года. Для меня, первый, на который я попал, это был 4-й. С 2008-го я постоянный посетитель фестиваля «Украбили Выбух», в который я влюблен. Что такое «Украбили Выбух»? Общение, музыка, все как бы, все вот в эти вот там, в этом году 4 дня, все влазит, и это, это замечательно. Мне кажется, что лучше этого ничего не может быть. Группа Black Cat Bone, мы играем, как мы это видим, худу, шмуду, бла-бла-бла. Но в общем это как бы wild рокобили. Скажи, зачем тебе все это вообще? Что тобой движет? Это все работает как очень крутой энтузиазм, потому что группа понимает, что если они не будут играть, то не будет этих концертов, тусовок, и всем будет скучно жить. Единость. Мой первый выбух, 4-й выбух, это был первый фестиваль, на который привезли кого-то из Европы. Привезли чуваков из Англии. Следующий выбух был в Докер-пабе. И иностранных команд было около 5 или 6 групп с фестиваля. И он был реально, он был 3-дневный, полноценный большой фестиваль. Потом все начало происходить в Бинго. И тоже было огромное количество иностранных групп, причем топовых групп. Да, после 2013 года, после Майдана, тот выбух, он был такой домашний, грубо говоря, когда играли, по-моему, вот с 3-го выбуха, собственно, это был первый, в котором играли в основном только украинские команды. Вот японцы и еще, я не помню, кто-то еще был, да, по-моему, осталось всего 2 коллектива иностранных. Война повлияла так, что как раз прошла переориентация публики, то есть мы как бы откатились достаточно неплохо так назад. Отношения изменились, тусовка стала меньше в том плане, что меньше людей из России приезжает на украинские фестивали и концерты, и меньше групп из Украины ездит в Россию на концерты и выступления. Это очень странно. Мне это не нравится. Я даже на какое-то время очень сильно расстроился из-за этого и думал, что... То есть до этого для меня это был как бы вроде бы отдельный расклад. Рок-н-ролл вроде бы у всех есть. И все
Это было в первую очередь, и неважно, кто ты из какого города, из какой страны. А тут оказывается, что игры политиков оказали такой вес, что многие люди перестали общаться с друг другом и приезжать, скажем, на какие-то фестивали. Я даже не задумывался о том, поеду я на выбух или нет, однозначно да. Нравится фестиваль, в котором принимают участие рокобили, сайкобили группы, серф группы, иногда это кто-то прессингованное. Это круто, потому что в Москве, там, где я живу, как правило, фестивали проходят раздельно. Это либо рокобили фестиваль, либо сайкобили. Здесь культура объединена. Rock and roller, and I really like the rock and roll lifestyle. And the Ukulele Bang is one of those festivals where the music is at the center of the festival. Like there is no posers, no people that just want to show their clothes like in many other festivals in Europe. I love the music, I really love the music, and I love the atmosphere of the people who love the music. And that's what I see at the Ukulele Bang. That's what I love, and that's what I travel for, and that's why I'm here. Спасибо, guys. Привет, я Крис. Кому-то известен по Wise Guys, кому-то по Twilighters, кому-то по другим коллективам. Но основной мой коллектив, наверное, это Wise Guys. Guys играет рокобили, джам-блюз, немножко рок-н-ролла, вестерн-свинга. Выбух — это в первую очередь, наверное, все-таки причина всем вместе встретиться, собраться, поделиться новыми песнями или новым каким-то творчеством. Кто-то, естественно, туда едет за какими-то новинками, за новой музыкой, за новыми группами. Перенестись на какие-то мгновения в свои любимые времена и почувствовать себя в той атмосфере, которая всю жизнь присутствует у них в голове, но на выбухе она присутствует как бы вокруг них. Большая у нас все-таки туса по всей Украине, и не только, на самом деле, по Украине. Приезжают ребята из России, из Беларуси, и поляки, и тусоваться с нами, и немцы, и чехи. I would say that in the Ukraine, I felt a lot of warmth, a lot of honesty in really loving the music. I like the way the people, the crowd, they just like to dance. They listen to the band and they enjoy the band. It's not so much about being cool and wearing the clothes and watching the band like this, like I see in some places. Выбух отличается от остальных тем, что после паузы, когда были сложности в силу военных и вот этих всех раскладов, наконец-то заново опять появились группы заграничные. И клуб радует тем, что вместо бинго есть альтернатива хорошая. И просторно, и компактно одновременно, и хороший звук, и хорошие гримерки, и все довольны, и есть где походить, и все ништяк. Вот после того, как выбухи начали проходить в Атласе в прошлом году, это очень странно было для людей. Что ты уже попал сюда, и тебя не выпускают. Поэтому либо ты слушаешь музыку, либо ты куришь, либо ты едешь домой. Все. И как музыканту меня это устраивает.
тусовка, да, она там не супер громадная, там не миллион людей, это очень круто, что люди горят просто и живут стилем, рокобили, сайка, ну, крабили, скажем так, да. Вот благодаря Украбили мы собрались. Вот Shaken Gods в 93-м году как команда образовалась. Опять же, с той тусовкой праздновали день рождения Элвиса Пресли. И 8 января решили так, а почему бы не создать новый коллектив и играть, и петь такие англоязычные. Вот с 93-го года по 2000-й существовала Shaken Gods, которая потом кто уехал в Питер тогда жить, играть, кто погрузился с головой в работу, и как-то так произошло, разбежались. В 2013 году организаторы Украбили выбуха предложили попробовать воссоединиться и просто как тем ветеранам, о которых, оказалось, еще помнили люди, попробовать сыграть. И вот сыграли и играем дальше. Представители расы Планк уже не в первый раз прилетаем на Землю, чтобы дать лекцию о том, как устроена Вселенная. Наше трио, а также некоторые из остальных, кого не видно за кадром, называется SPTP. Space Ecotropic Plankton. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Я основатель коллектива Smoking. Мы играем странную музыку, которая мне нравится. Там нет стиля. Мы с пацанами реально думали по поводу какого-то стиля. Мы типа все закончилось на пост-урбан, инди, R&B, гараж. Если просто говорить, то мы играем ритм-блюз, но так просто легче говорить, а по самой музыке я не знаю, как это назвать.
дел выпада. Моя группа называется The Hypnotunes. Мы из города Винница, играем джаз-панк и свинг-кор. В Виннице не очень много билов, но есть маленькая тусовочка людей, которые любят эту музыку, и сегодня они, в принципе, все приехали. Всем, кто на темной стороне джаза, всем, кто многие годы уже знает, что такое укропили, в особенности тем, кто узнал об этом, огромный респект, для вас эта песня, она очень кромешная, темная. It's a fact! У всех групп у нас планы записывать, делать записи, снимать клипы, давать концерты. Помимо этого мы хотели бы сделать какой-нибудь новый формат живых концертов, новый формат перформанса. Насчет того, как группа может преподносить свою музыку сольно, у нас есть свои мысли, и я надеюсь, что когда мы их воплотим, они будут немножко отличаться от всего, что мы делали раньше. Сейчас будет небольшой музыкальный эксперимент группы Hypnotunes. Мы написали песню, но мы ее не готовили еще вообще, мы ее не делали, мы ее даже не репетировали. И сегодня на саундчеке мы здесь прикинули, что и как, куда мы засунем и как мы ее сыграем, потому что мы очень хотим ее сыграть. Я представляю группу «Руки в брюки». Мы играем на выбухе уже 10-й раз. В детстве я очень много тусовался со всякими панками и прочими ребятами. Это раз мне юный говорит: слушай, чувак, ты не хочешь поиграть на ритм-гитаре? Я такой: а ну тебе надо? Он говорит: ну да, я хочу. Ну ладно, хорошо, давай. Вот, и так я попал в «Руки в брюки». Ну, все начиналось как бы с такого аутентичного рокобили, но впоследствии все начало там перерастать больше в 40-й джамп-блюз, шаут-блюз. А сейчас все в итоге пришло к какому-то 60-му такому соул. У нас есть «Руки в брюки». Это единственная группа, которая может исполнять музыку на русском языке и на украинском, чтобы она не звучала как группа «Браво». Сейчас, например, «Руки в брюки», мы украиноязычную программу делаем. Ну, мешаем что-то там с какими-то 60-ми, еще чем-то. Вроде уже даже не играем рокобили. Ну, даже люди в рокобильной тусовке говорят, что мы играем рокобили. Это такое событие, которое нужно поддерживать, если ты увлекаешься рок-н-роллом и рокобили, и джамп-блюзом, чем-нибудь таким.
Brothers. Это сайка-билли группа. Я задался целью, мне нужно записать мои сайка-песни, которые на первых порах Wise Guys. Мы начали разбирать песни старые, вот. Очень воодушевились этим процессом и начали появляться еще новые песни, новые сайка-песни. В Twilighters я могу соединять рокобили с чем-то сумеречным и сумасшедшим. We are Twisted Rot. From Prague, Czech Republic. From Prague, Czech Republic. And when we got invited by Tvarina, it was a really nice opportunity to come here and play and experience it. Actually, he asked us like 2 years ago, but then it didn't came. I don't know why. Actually, we played with Wise Guys a couple of times, and we were talking, and Chris from Wise Guys told us about this festival, and he said it's cool, and we said, yeah, that would be nice to play here. Varna made it, we made it, so we are here. Yeah, we are happy to be here, and we heard a lot about this festival. It's really good, it's great, the people are very friendly here, and we're happy to be here. We are happy to be here. Я приехал, потому что я люблю этот фестиваль. Я хотел бы обратиться сейчас к своим друзьям из России, из Москвы. Всячески агитирую ездить на Выбух, потому что здесь очень клево. Выбух растет уровень, формат фестиваля. В этом году Выбух вот реально для таких, как мы. Это рокобили, это Пип Торрес, это реально легенда рокобили, легенда миксабили. I was just so happy to be invited to be part of the Ukrabilly Bang. I think it's just wonderful that there's music here being done the correct way. Because, you know, I'm from America, I'm from California, and there's a lot of rockabilly in America, and it's been going on for many years, but also in Europe. I could say
for sure that I think the Ukrainian musicians are the top quality in respect for the music, how it's supposed to sound, how it was created back in the 50s. And I'm just amazed with the old style, and then even going forward with the newer styles, with the psychobilly, with the surf. There's a lot of talent, and I'm so humble and so thankful that I could be a part of the Ukrabilly Band, and I'm very glad to be here. If I only had the bread, now I might have bigger pound. Put away my bank account, but I'd be one happy son of a bitch. Somebody would make me rich. In Ukraine, in the Ukrabilly, everybody was having a good time with the DJs, but also with the bands. And that's what it's about, because when the audience enjoys and dances to the band, that makes the band feel good, and it gives a good show. Because the band feels the audience, and the audience feels the band. And that's one of the things I could say about Ukrabilly that maybe is missing in some other places. Неважно, где проводился выбух, всегда это праздник, на котором мы просто чувствуем себя собой. Спасибо Александру Тварыне, который организовывает все это дело. Он привозит год от года, старается, как может, в таких условиях, каких сейчас есть, сделать выбух таким, чтобы он был интересен всем. Ну, этот выбух, я считаю, он начинает опять двигаться вот в том направлении, чтобы опять становиться большим крутым фестивалем. Cuando